В такой ситуации сохранять свою идентичность еще более необходимо. Это надо, потому что ты несешь, хотя ты уехал отсюда за 1000 километров, но ты там среди людей находишься, ты должен показать, кто ты, откуда, какого рода племени, что у тебя есть, чем ты гордишься, какие у тебя корни. Вот все это более ярче проявляется, когда едешь куда-то далеко. Если заметили, что адыги, когда уезжают со своей территории куда-то, они более адыги, они более востребованы там, потому что через культуру, через обычаи, через традиции, которые он несет там, люди поднимаются выше и выше в глазах других людей. Это очень важно. Уметь сохранить культуру, это надо мужество иметь. Не соблазниться вот этими всякими какими-то псевдокультурными какими-то вещами, чтобы не увело тебя в сторону, потому что культура адыгов складывалась не вчера, не позавчера. Культура адыги – это тысячелетняя история адыгской культуры. Нету сегмента, значит, или как, сегмента, скажем, да, пусть это будет быт, пусть это будет наездничество, пусть это будут гости, пусть это будет кто угодно, везде, 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 везде. Все это прописано, но не прописано в смысле того, что это графически, а в сознании людей сохраняется из рода в род, из племени в племя, от старших к младшему, сохраняется и бережно сохраняется до сих пор. Я очень рад этому обстоятельству, потому что, понимаете, когда я вижу народы, которые не имеют своей фамилии, мне это жутко становится. И вместе с фамилией уходят и обычаи, и традиции. Если они не корневые, если они не там, глубоко корни, когда, понимаете, если молния ударит, разобьет дерево в щепки, но если сохранятся корни, дерево опять оживет, опять вырастет. А уберешь корни, не будет дерева. Вот такая ситуация с культурой. Вы понимаете, в чем дело? Говорить о культуре вот так просто наскоком, это тяжело. Тяжело. Это просто каждый шаг, каждое движение, каждая ситуация. А это все продумано. Тонко продумано, хорошо продумано. Гадать ничего не надо. Кто старше, кто младший, сразу видно, как стоят, как сидят. Все сразу видно, кто старше. Ты подходишь, поздоровался, ты уже знаешь, с кем надо здороваться первым. Идешь по улице, ты знаешь, что с правой стороны идет старший, отсюда идет с левой стороны младший. Можно поздороваться сразу. А если еще младший, тот младший становится еще правее. Справа от главного становится справа, для того, чтобы не перестраиваться. Когда поручение дадут младшему, он ушел, перестраиваться не надо. Все продумано. И так же сидят. Я зашел в кабинет, сидят 2 писателя наших. Замечательных 2 писателя. Я поздоровался с ними. И один из них сделал мне замечание. Я старший, а почему ты поздоровался с ним первым? Я говорю, тогда сядьте нормально. Они не сидели правильно. Сами виноваты. Дверь, а двери дальше старшие. За столом то же самое. Не так, как в попаде садятся сейчас. Нет. Все просчитано, продумано. Это очень важно. Сохранить это. И вот мы, когда учились в Ленинграде, наш педагог по речи говорил так: откуда у вас это все? Откуда у вас вот этот подтекст, второй план? Откуда это? Этому учат в институте театральном. А мы пришли уже готовы к этому. Разговаривать вторым планом. Это очень важно в театральном искусстве, говорить подтекстом, вторым планом. Откуда это? Я понял. Говорит, у вас такая культура была, что вот то, что советская власть принесла, еще добавить там, моральный кодекс, скажем, да, это все, говорит, легло на благодатную почву.
Вот что он нам говорил. И мы как пример были в институте. Как пример и учиться, и жить в общежитии, и вести себя. Как пример были, потому что молодые. Когда мы узнали, что национальные курсы учатся 5 лет, а нормальные курсы учатся 4 года, мы подумали, что здесь дискриминация. Что-то у нас, значит, с головой не в порядке, что 5-й год надо учиться. Мы собрались, договорились, пошли к ректору и сказали: учите нас 4 года, как положено. Это было событие в институте. Впервые в жизни национальный курс сказал: учите нас 4 года. И мы учили 4 года, надо доказать теперь. И с самого первого курса до последнего курса мы были лучшим курсом в институте. Лучшим. Потому что надо за свои слова отвечать. К сожалению, сейчас это не так популярно. Держать слово – это первая доблесть была человеческая. Держать слово – это не сплетничать. Это недостойно мужчины. Недостойно, очень много недостойно мужчины. Это нельзя, то нельзя, третье нельзя, четвертое нельзя, пятое нельзя. Сложно, но нужно. У нас культура высочайшая. Высочайшая просто. Это можно познавать всю жизнь. Не так выучил, да, как пример. 1 + 1 = 2. Это, нет. Всю жизнь изучать надо. Потому что тонкости такие, которые уже подзабылись. К сожалению, значит, в предлагаемых обстоятельствах, когда рядом все это крутится, вертится, некоторые молодые люди уходят от этого. Зря. Зря, потому что я не знаю другой такой культуры, между нами говоря. Другой такой культуры, где все продумано, все просчитано. Как пример, любой пример. Любой пример. Вот я сказал, как сидеть надо, да? Как ходить надо, как надо здороваться. Ну вот, например, кто об этом думал, что есть территория, свободная территория, куда заходить нельзя. Вот вытянутая рука. Это моя территория. Для того, чтобы поздороваться, надо зайти в эту территорию, поздороваться и выйти обратно назад. Назад надо выйти, потому что нельзя в чужой территории находиться долго. Это даже мелочь, да, казалось? Мелочь. Вот сейчас молодые люди бегут и сразу, значит, поздороваться, за руку пожать, все. Не надо. Надо подождать, пока старший тебе позволит подойти. Ты поздоровался там, если старший протянул руку, подойди. Обыкновенная вещь. Я смотрю телевидение, заходит старший, заходит руководитель государства, заходит, сидят. У нас ни один отдых не усидит на месте, когда заходит человек, любой, не старший, любой заходит. Надо подняться. Это уважение. Не к этому молодому человеку, который зашел, например, скажу, а к его фамилии, к его отцу, к его деду, к его истории, к его роду. Надо подняться, поздороваться. Когда сидят 80-90-летние на улице сидят старушки, проходит мальчик, поднимается, здоровается. Ты что, пацан-то? Перед пацаном стать. Ну, у пацана отец есть, у пацана фамилия есть, у пацана история есть рода. Перед ними же встает. Я не говорю о наездничестве. Я не говорю о кунацких вещах, вот этих этого гости. Я не говорю об этом. Это вообще святое дело. Святое дело. Потому что обычаи, вот это сохранить, вот это сберечь, тогда народ сохранится. Как только это все уйдет, все будут одинаковые. Одинаковые никакие.
Я понимаю, что букет цветов одних и тех же цветов – это хорошо, красиво. Но букет разных цветов, полевых, не полевых, я не знаю каких, любых, это и ароматнее, и вкуснее, и глаз радуется больше. Такие мы должны быть разные, разные, и разные, красивые, добрые, умные, талантливые, продвинутые, все разные, но вместе, вот в этом букете, вместе, вот тогда сила. Тогда сила. Уникальность, значит, на одесской культуре в том, что желание общественное мнение, чтобы о тебе было положительным. Для этого ты все делал. И воевать надо хорошо, и работать надо хорошо, и это надо делать хорошо, и на лошади хорошо сидеть, и с гостями быть хорошим, чтобы о тебе, не дай Бог, не сложили песню. Вот тот так-то когда-то встретил гостя, вот там так-то себя проявил. Все, ты попал в историю, ты попал на всю жизнь в историю. Из поколения в поколение будет петь эту песню. Это ужас был. Потому что вот мой дядя говорил так. Человек, который не может себя вести в обществе, это все равно, что он не родился. А в театральном институте это есть «я в предлагаемых обстоятельствах». Так и называется. «Я в предлагаемых обстоятельствах». В любых предлагаемых обстоятельствах ты должен вести достойно, как Кирашев пишет. У него во всех произведениях достойный сын, достойный брат, достойный наездник, достойный народа своего. Слово «достойный» у него это превалирует. У него это самое главное, чтобы быть достойным. Воспитание детей, семейный уклад, поведение в обществе, за столом. Любого, даже тот, который никогда в жизни не был за границей, я имею в виду еще тот век, посади за стол, через 15 минут он будет сидеть и есть так, как все едят. Он не полезет первым, он большой не возьмет, он скраивает, он должен вести себя скромно, но достойно. Скромно, но достойно. Скромность, но достойно, что ты, чтобы это не приняли за какую-то слабость, вот приниженность какую-то. Нет, ни в коем случае. Он держит себя. Он держит себя в любом обществе. Ну, сейчас таких требований нет сейчас таких требований. Поэтому, значит, так сейчас более легкомысленно молодые люди относятся, когда вырываются из-под опеки родителей, соседей, аула, приезжают в город, начинают себя вести иначе. Ну, смотришь, что здесь творится, и хотят быть, подражают чем-то. Не надо, надо, чтобы тебе подражали. Если тебе хочешь, чтобы кто-то подражал тебе. Нет, ты веди себя, как вел всегда, всю жизнь. Оставаться самим собой. У меня есть один кусочек поэта одного, сибирского. Сказали человеку «не боись», и человек не вспомнил о боязни. Сказали человеку «поклонись», он поклонился и ушел от казни. Сказали человеку «ты велик», не усомнился, он ни в коем разе. Сказали «мразь», и отразился лик в воде стоячей, безобразней мрази. Сказали «пой», он подпою, запой. «Люби», сказали, пламенел очами. Сказали «ешь», наелся. «Будь собой». Он растерялся и пожал плечами. Ужас. Это ужас. Он сам себе не принадлежит. А ты, это, знаешь, есть такая поговорочка, разговор такой есть. Когда им сказали построиться, они кругом стали, говорят, чтобы первого, второго не было. Потому что каждый должен быть первым.
он должен быть лучшим. Он должен, потому что за ним фамилия идет, род идет, племя идет. Потому что он не можете их подставить. Я когда был в Америке, там живут наши адыги, Нью-Джерси. Там один из тех, который ушел с немцами, он возглавлял их хаса. И я что ни говорю, он смеется. Что ни говорю, он делает из меня лжеца. Я держу себя, хотя за ушами аж трещит. Потом вечером мы едем спокойный Надхо-Кадыр, мы с ним в Нью-Йорк едем. Я говорю ему, если он со мной завтра будет разговаривать таким тоном, я тебя предупреждаю, Кадыр. Предупреждаю. Если он со мной будет разговаривать таким тоном, я его на место поставлю. Я здесь один говорю, но за мной адыгея говорю. Мой аул, моя река, мои соседи, мои эти. Я беру адыгский камень, кидаю в адыгскую речку, говорю. А он, чтобы это сделать, должен получить визу и пустить его дальше Кисловодск или не пустить, неизвестно. На следующий день он был милым. Потому что он знает свой грешок. Он не знал, откуда я. Откуда? Он не верил в то, что в составе делегации из 10 человек какой-то представитель Адыгеи может находиться в составе делегации в Америку. Он думает, что адыги по-прежнему так, это никуда не высовываются, сидят тихо, спокойно. Нет. Я был в составе делегации, равноправный член этой делегации. В Чикаго, Нью-Йорке, 16 дней. Вот видите, они это, к сожалению, к великому сожалению, еще у нас проблема большая, конечно, язык. Язык. Мало нас. Городские ребята почти все ассимилированы. Ну, почти все, я говорю, это не так. Но мало понимать язык. Собака тоже понимает язык. Мало понимать язык, надо им пользоваться. Надо его развивать, двигать. Этим надо серьезно заниматься. Это проблема. Это проблема. И обязательно изучение адыгейского языка в школе. Пусть учат адыгский язык. Потому что без языка, без культуры, какая идентичность народа? Никакой. Ну, это как пища без соли, без перца, без ничего. Пресная. Пресная – это неинтересно. Неинтересно. Ну, вот я пытаюсь, например, среди своих детей, внуков как-то сохранить это дело. Я думаю, что каждый должен заниматься этим делом. Иногда, может быть, переборы с этими замечаниями, но я не могу не делать их. Надо заострить на это внимание. Внимание, потому что это один носитель и дальше будет нести культуру. Я приезжаю, мы с гастролем приезжаем в Турцию, сидит полный зал людей, и молодежь почти вся не понимает нашего языка. Они все говорят на турецком языке. Но муха пролетит, слышно, как они слушают свою речь. Свою адыгскую речь. Как они слушают. Они как пример Турции, как пример для подражания там. Как надо вести себя. То, что касается черкесов, живущих в Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Там их немного, 3000 человек. Но они дружат с некрасовцами
русскими. Друг к другу в гости ездят до сих пор. А на все праздники, президент страны присылает им поздравления. 3000 человек. Аул наш один, Млечепсин. Президент страны присылает им поздравления с этими праздниками. Они очень уважаемые, достойные. Это все, понимаете, поведение в быту. Это вся культура их, которую они не растратили, поэтому они сразу видят, что это другой человек. Нормальный, хороший, красивый, добрый, не злой, не трус, не болтун. Они хорошо относятся, хорошо. Вот они в Нью-Джерси, они построили тебе хасы там. Там и мечеть, там учебные классы, там танцевальные классы, там все есть. Черкесский клуб. Я не скажу, что они там большие посты какие-то занимают, да? Но такое среднее звено. Хотя есть, которые работают и в ООН работают. И... Я это видел, когда мы в ресторан зашли. Грек, хозяин грек, как он встречал наших, тех, которые со мной были. И он мне, грек, сказал, я так счастлив, что я с ними могу общаться. Говорит. Хотя он сказал, я приехал сюда босиком, говорит, сейчас имею вот этот ресторан. И вот они мне поддерживают. Я понимаю, там идет еще и реклама, что в Америку можно приехать босиком, потом стать хозяином ресторана. Ну, наверное, может, если так случилось. Это очень важно. Ну, ты же не один живешь на этой земле. Рядом живут люди. Даже любопытство ради надо узнать, как они живут. Любопытство ради. Потом, если уберем любопытство, ты общаешься с ним. Ты вдруг, если не знаешь культуру этого народа, с которым ты рядом живешь, ты можешь нанести, ну, невольно оскорбление какими-то поступками, какими-то действиями, какими-то словами. Ты должен знать эту культуру. Как же так без этого? Не только знать надо, а вот я же говорю, вот казаки рядом с нами живут, они же переняли нашу культуру. Многое из наших обычаев, кроме одежды, оружия, все, кроме этого-то, уклад жизни, способ обработки сельхозугодий своих, мы у них кое-что взяли, они у нас взяли. Это нужно. Вот, например, в театральном искусстве. Зачем фестивали? Ну, играй себе в Адыгее и все, получай удовольствие. Да нет. Надо поехать. Посмотреть, что идет, как идет, что вообще происходит в театральной жизни. То же самое. И там постараться быть лучшим, выиграть это дело. Доказать. Я есть. Мы есть, мы не просто так существуем, мы еще ищем. Как мне написал один студент, человек живет, пока ведет поиск. Этот студент был геолог. Он, может, имел в виду, что пока он там ищет камешки какие-то. Но я-то понял его по-другому. Человек живет, пока ведет поиск. Потому что нельзя остановиться. Это шоры. Шоры у лошадей. Чтобы не отвлекались. Вперед и все. Сюда ничего не видно. А я всю жизнь говорю, панорамное мышление, вот то, что было у адыгов. Панорамное мышление, он там знает, что здесь, подумал, сказал. 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, 1 язык. Услышал, увидел, унюхал. И только 1 раз открыл язык и сказал, рот открыл и сказал. Это надо. А мы что, взрываемся все? Чего взрываться? Тут, конечно, если взрываться, кругом столько поводов для взрыва.
То тот не так идет, то тот машину не так поставил, то дождь пошел, то снег пошел, то это выпал. То... Нет, надо беречь друг друга, надо быть толерантным. Я говорю так, через толерантность идешь к духовности, оттуда к душевности, от душевности уже даже один шаг до любви. Поэтому надо стараться вот этим жить. Вот этим жить надо. Ненависти ничего не сделаешь. Любить надо. Сколько мы пережили, сколько пережил наш народ, ни один народ, может, не пережил. Сколько мы пережили. Но при этом мы сохраняем толерантность. Это мы можем в то время сказать, да, это было нехорошо. Но мы же рады любому гостю, который приходит в дом. Пусть он будет отсюда, пусть он будет из Владивостока, пусть он будет из Грузии, пусть он будет из Ингушетии, Дагестана, откуда угодно, с Ярославля. Все равно, друзья, надо жить так, потому что жизнь один раз дается так. Что же мы его в ненависти проживем? А ненависть сживает самого, сжигает, сжирает. Это надо убрать. Это надо брать. Поэтому мы стараемся, дружим, вот это все. Вот, например, все актеры Краснодарского театра – это мои друзья. Все актеры Армавирского театра – мои друзья. Все актеры Кавказских театров – все мои друзья. Я с ними общаюсь, переговариваюсь, езжу на премьеры, мы получаем удовольствие от общения. Домик отдельно стоял всегда, никогда не закрывался. Ты мог приехать, зайти туда, тебе, естественно, встретить, все, десятое. Это твой дом. Это не только твой дом теперь. Это дом и твоих соседей, которые будут приходить, что у меня такой человек находится. Они тебя будут развлекать, там умывайся, спи, отдыхай, все. И не спрашивают, ты кто, зачем, почему. Если тебе надо сказать, скажи. Не надо спрашивать. Все это дом гостя, специальный дом. Скажи мне, где, в каком народе еще есть, кроме своего дома, во дворе еще один дом для гостей? Потому что они ждут гостя. Потому что гость – это очень важно. Потому что тебе могут сказать, он даже ни одного гостя не принял. Это уже недостаток. Чем больше гостей ты примешь, тем больше достоинства у тебя. Потому что тому человеку, который не принял гостей, туда человек тоже не пойдет. Это все продумано. В 29 году наши повезли быка в Ростов. В 29 году, 1929 году, на выставку сельскохозяйственную. Заняли второе место. Первое место занял житель Краснодарского края. И они всю жизнь потом дружили. Друг у друга спрашивая, как ты, как ты это, потомство, все, вот это все. Они совместно уже выращивали. Тот у себя в Краснодарском крае, это себя. И ежемесячно ездили друг к другу. Обменивались. Вот тебе и куначество. В Армавире целая семья жила у нас. Им негде было жить, и все приютили, и жили. И до конца жизни они приезжали. Там нет национальности. Там есть человек. Со своей бедой, со своей радостью. Вот этим надо заниматься. Что теперь, монголов ненавидеть всю жизнь за то, что они сюда пришли, или немцев? Нет. Нет, мы любим Лермонтова, который махал шашками на Кавказе. Всех этих декабристов тоже любим. Те, которые достойные, которые сделали произведение какое-то достойное. Но когда некоторые делают вид, что этого не было вообще, как это не было? Как это? Люди рождались в войну, умирали в войну.
Не было. Как это не было? Ну скажите, что да было, да это было, да это была ошибка, да это было плохо. Все. Я горжусь тем, что я адык. Адык, черкес, ну неважно. Горжусь этим. Потому что мне не стыдно ни перед кем. Ни перед кем не стыдно. И за историю нашу не стыдно. Вы понимаете, вот пострадавшие, да? В 19 веке пострадавший народ. В 1941 году идет на войну. И в процентном отношении одни из первых героев Советского Союза. Я имею в виду адыгской национальности. Одни из первых. По количеству, может быть, там у тех больше, но их больше самих. Население больше. А это одни из первых. Воевали вот так. За эту страну. За этот клочок земли, который у нас есть. Ну нет, вообще нет никакой области, где они это не продумано, не просчитано все. Единственное, что, например, русских немножко смущает, что не обязательно общаться с тещей. Вот это смущает. Но если ты хочешь смущаться, ты хороший подарок делаешь, все, ты и сятый, и, пожалуйста, делай. Но когда проблема становится тещей, проблема по всей стране, наверное, адыги были правы. Свадьба. Вот, казалось бы, вот я женился. Ну, диковато, конечно, кажется. Сейчас все вместе празднуют. Я на своей свадьбе не было. Я был у своего друга. Там ночевал, там приходили ко мне ребята радоваться. А свадьбой занимались мои все. Весь аул танцевал, плясал, это все. Ты не можешь там ходить и изображать из себя, что ты уже мужчина, что ты всего достиг, ты женился, все радуйтесь. Я вот такой красавец, я женился. Дорогой, жениться это не самое умное, не самое такой мощный поступок. Ты когда-нибудь в жизни вот это что-нибудь соверши, достойный поступок, за который тебе, может быть, внутренне где-то тебе это радует и греет. И чтобы об этом говорить, тогда ты можешь ходить немножко так. А так, что я женился, ну что женился? Ну привез, ну что? Что, уже все? Мужик, мужчина? Нет, ты еще ничего не сделал. Ты еще только начинаешь жить. Ты даже один не справляешься, тебе помощница нужна. Ты берешь умную, красивую женщину, которая станет твоим тылом, и ты спокойно будешь заниматься делами. Вот тогда, когда твои дела пойдут, тогда ты голову подними немножко так, и папаху поправь немножко. Тогда да. А так нет. Больной человек лежит. Отвлечь его надо. Ночами сидели около него, разыгрывали здесь какие-то шутки. Чапщазу. Отвлекали от болезни. А тот же еще перед гостями своими не будет скулить, жаловаться. Он держался мужчиной, молодцом. Дух. А эти сидят, развлекают его. Вот поддержка. А соседство? Соседство. Поговорка есть. Прежде чем построить дом, соседей найди хороших. И ты о них тоже не забываешь. Вот раньше забивали курочку одну, да? Домашнюю курочку. Не бродеры, которые домашнюю курочку забивали. Семья ела. И хозяин дома ел и приглашал еще своего соседа. Чтобы одному не есть. Сосед приходил с ним, они вдвоем ели. Сегодня один, завтра другой. Так же они.
Вот это переплетение вот этих всех связей. Это очень важно. Мелочи нет. Вообще в жизни это нюансы одни сплошные. Нюансы. Это вот кирпичный дом построить, эту кладку сделать, крышу накрыть, это не дом еще. Его наполнить надо духом, добром, красотой, любовью. Не мебель главное. Черкес без своих обычаев, традиций, культуры не может быть черкесом. Не может. Он может носить фамилию эту, но это буквы. Они не наполнены ничем. Эти буквы ничем не наполнены. Чем дольше мы сохраним вот эту культуру нашу, мы обязаны это сделать, обязаны перед своими предками. Они в тех тяжелейших ситуациях, в войну, холод, голод, умели сохранить себя. Умели сохранить достоинство, рыцарство. Они все это перенесли через это, а мы что сейчас? Это не нужно, вытряхнули, пошли дальше. Нет, ни в коем случае. Нельзя. Тогда ты манкурт. Человек, не помнящий родства прошлого. Все, ты закончился. Ты закончил, на тебе обрывается все.